Итак, ребят, всем привет! У меня на сегодня с вами будет очень важная тема. На самом деле я просто чувствую на данный момент, что мне необходимо об этом рассказать. И рассказать не только где-то там в солнечном клубе, где эта тема была поднята не так давно участниками. И хорошо, кстати, что они ее подняли. И там мы целых 4 часа на эту тему разговаривали. И когда мы очень хорошо с ребятами пообщались, я поняла, что я должна эту тему рассказать не только в солнечном клубе, но и также на ютубе тоже, потому что я внутри сейчас чувствую, что эта тема, она необычайно важна для услышания, для очень-очень многих людей, потому что это важно. Важно на данный момент, важно как-то для временных линий, очень сильно важно, и она нужна для того, чтобы ее услышали люди. Многие люди, которые должны что-то сделать. Когда у меня идут внутренние порывы какие-то, я никогда их не останавливаю, потому что я понимаю, что это сделать нужно. Поэтому этот ролик сейчас записывается, и сегодня мы с вами поговорим про синхронизацию с душой мироздания, вообще про синхронизацию с энергиями природы, воды, там, стихий, в том числе деревьев, растений, животных и вообще нашей экосистемы. Я знаю, что на эту тему очень и очень много говорят, все там кто во что горазд, но здесь я вам расскажу, наверное, то, что вам мало кто говорит, и это будет мой личный опыт. Он не будет взят ни из каких там учений, течений, каких-то там общих догм, каких-то общих осуждений на эту тему и прочее. И давайте возьмем так, что это мое личное отношение и мое личное мнение, точнее мой личный опыт работы, настоящей работы с энергиями вообще этого мира, мое внутреннее ощущение этого мира, мое внутреннее вообще созерцание этого мира, отношение к этому миру, и также мои воспоминания о прошлом, о том, что я видела в прошлых жизнях, как оно было, мои воспоминания прошлых жизней в том числе, и многое другое. Так что давайте начнем с вами. И начнем, наверное, немного с прошлого. Раньше, то есть люди, они больше синхронизировали с природой, они больше вот с этим миром как-то, они очень любили этот мир в том числе. И не было момента поклонения у нас здесь никогда. Нам сейчас говорят, вот типа, мол, люди древности поклонялись там природе, погоде, еще чему-то, да, там земле, в воде поклонялись или там траве. Но это было не так, то есть не было такого, что наши условно предки, хотя это были и мы, да, только в других телах и в других воплощениях, души все те же, лица другие. Не было такого у нас, чтобы мы там поклонялись каким-то богам или там даже вот стихиям или еще чего-то. У нас было абсолютно другое отношение вообще к жизни, абсолютно другое отношение к природе в том числе. И когда мы говорим про синхронизацию с душой мироздания, то здесь было просто восхищение, некое восхищение миром, какой он красивый, какой он чудесный, что мы пришли сюда, какая здесь трава, какое здесь все. Это, знаете, чем-то похоже на то, вот вы приходите в какой-то, я не знаю, заповедник или, допустим, в какой-то парк. Вот сейчас есть очень красивые, крутые парки, допустим, где там делают каких-нибудь там суперскульптуры из каких-нибудь цветов или там, я не знаю, там какие-то композиции очень классные, растительные и так далее. Вот вы приходите в такой парк, и вы начинаете восхищаться. Вау, как круто вот это сделано, вау, как классно вот это сделано. То есть и у вас есть некое восхищение просто местом, но вы же не поклоняетесь этому месту, то есть вы не начинаете поклоняться создателям этого парка,
парка или там самому этому парку, каждой травинке, каждому дереву, которое находится в этом парке. Нет, вы просто восхищаетесь его красотой. И то же самое было и с нами, только в прошлом. То есть мы восхищались красотой этого мира, мы умели ее видеть. Сейчас нас пытаются от этого отвадить, чтобы мы просто не наслаждались этим миром и смотрели на него немного другими глазами, чтобы мы не видели красоту, там, я не знаю, отдельно взятого дерева или отдельно взятой там скалы, речки, там еще чего-то. Очень редко такое бывает, когда современный человек выбирается вообще из мегаполиса куда-нибудь, условно, там, в деревню или на природу, там, где вот чистая природа, сидит и просто любуется красотой, которая вот она, первозданная красота, какая красивая река, какое красивое озеро, какие красивые виды, какие красивые облака, как вообще вот давно мы смотрели на небо, да, и видели там красоту, а не просто какую-то там серую промозглость там или еще что-то. То есть очень часто сейчас, особенно под влиянием подключек, мы зацикливаем свое внимание на чем-то негативном, но почему-то вот эту красоту мы не замечаем, которая есть, а она есть. И тоже не так давно было, что я вышла просто как-то на балкон в своем мегаполисе. Вот раньше у меня это очень хорошо было, потом как-то вот после, наверное, того, как я вышла замуж, немного вот завертелась, там бытовуха, дети, это все пошло, и как-то вот оно, знаете, сошло на нет. Раньше я видела красоту вообще везде, и я до сих пор помню, я выходила на работу, там была лавочка, просто выходила посмотреть на, окружающее действительно, чтобы выйти из этого кабинета, выходила, сидела и смотрела. Там просто у нас здание такое было напротив, и там наверху на крыше росло дерево. И я смотрела на него всегда, и я поражалась. То есть оно было для меня невероятно красивым, оно было для меня невероятно сильным, и вот, я не знаю, образцом, наверное, вот той силы, и силы тяги к жизни, и вообще жизни, что как эта береза, она начала расти на крыше вот этого здания, как? То есть она же как-то вросла туда корнями, она же как-то берет оттуда влагу, да, она где-то берет вот в почве, там почвы-то нет никакой, но она где-то берет вот эти вот жизненные силы и питательные вещества для себя, для того, чтобы жить и расти там. То есть насколько это вообще показатель, я не знаю, вот этой вот реально внутренней силы. Так вот, раньше у меня очень часто такое было еще в юности, когда я такие вещи замечала. Потом, когда уже пришла вот эта бытовуха, оно как-то ушло на нет, а сейчас оно вернулось. Я говорю, я вышла на балкон не так давно, и просто вот это ощущение, знаете, несмотря на то, что вот там глобалисты, не глобалисты, но я как будто отделила вот этот момент, то есть темных вообще от этого мира, и взглянула на сам мир, без того, что здесь устроили темные, а сам мир. И я почувствовала настолько большую, знаете, вот просто вот любовь к этому миру, не к темным, не к этому его проявлению, чтобы вы понимали, я просто отделила это, я не стала смешивать вот этот мир, его красоту, его природу, его все вообще, настолько он прекрасен. Но знаете, есть фраза «рай на земле», и что раньше земля, она была раем, что это и есть рай, то есть вот он, этот рай. И знаете, вот такое ощущение было, то есть вот этот рай, что он-то никуда не делся, но только в этот рай пришли злые силы, которые просто пытаются его разрушить, которые просто уничтожают его и уничтожают различными способами. Уничтожают при помощи всяких химикатов, уничтожают при помощи всяческой техногенной вот этой вот гадости, то есть уничтожают путем там выкачки недр, путем загрязнения водоемов, путем вот уничтожения экологии, уничтожения живой природы, то есть и то, что они в дальнейшем хотят сделать, это вот очень-очень-очень плохо. То есть, как, знаете, вторую катастрофу какую-то произвести,
провести, чтобы уничтожить вообще, еще раз там, да, провести такое, чтобы уничтожить там растения, животных, вообще все, и нас там посадить, грубо говоря, на ГМОшную кукурузу там, да, и какое-то там непонятное ГМОшное пшено, блин, и кормить дальше насекомыми, ну, то есть вот в таком вот плане. И вот это, знаете, уничтожение красивого мира, то есть красивой параллели. И я настолько вот против вообще вот этого и того, что они здесь хотят, и я понимаю, что этот мир и они, это вообще, они никакого отношения к нашему миру не имеют. Они абсолютно никакого отношения, и даже вот близко они рядом не стоят. И здесь очень часто многие люди смешивают, получается, момент того, что этот мир, да, и темные, что вот как будто это мир плохой, что его захватили. И они начинают вот смешивать то, что мир и темные это как бы типа одно единое целое, что этот мир вот такой вот плохой, он такой весь темный, нехороший, там говяный и все такое, но они не понимают того, что на самом деле для того, чтобы убрать отсюда темных, то есть вообще вот их проявление и все это как избавление от лярвы, знаете, то есть тебе нужно в первую очередь отделить мир от сущностей. То есть то же самое, когда ты выгоняешь сущность из своей собственной головы, тебе нужно отделить, получается, себя, то есть что есть я, а что есть навязанные мне мысли, да, что есть сущность, то есть в проявлении. И здесь то же самое, то есть нам нужно у себя в голове отделить сущность от мира. То есть нам нужно отделить темных от этого мира, воспринимать мир как своего друга, которого обижают, потому что этот мир сейчас просто реально обижают, а мы пришли сюда для того, чтобы его защитить. И вот это нам нужно осознать и взяться за руки не только между собой, но и взяться за руки с этим миром. Мы с ним заодно, потому что этот мир, он против темных, он по сути сейчас является угнетенным, то есть его угнетают, его захватывают, и он сейчас точно такая же жертва, как и мы с вами. И мы, как единое, да, что-то, единый организм, мы должны сопротивляться этому, то есть сопротивляться вот этим паразитам, которые пытаются захватить не только нас, но и наш мир. То есть вот в этом мы должны, наверное, многие задуматься о том, как мы относимся к этому миру, какое у нас миропредставление в том числе. И, знаете, дать отпор вот тем паразитам, которые пытаются захватить наш мир. Потому что мир, он прекрасен, а то, что с ним делают, это ужасно. И то, что с ним пытаются сделать, это ужасно. То есть его фактически пытаются уничтожить. Хотя те же самые темные, они приходят сюда, даже вот знаете, одержимые, очень многие одержимые, то есть люди, которые, у которых внутри сидит какая-то гадость. И вот эта гадость, понимаете, условно, это душа, да, темная душа, потому что одержимость это, когда у человека внутри две души. Как правило, вторая душа это темный, который подселяется. Мы о них тоже поговорим. Так вот, не все, конечно, не все из них, но вот многие отсюда просто не хотят уходить. То есть вот эти вот темные, которые входят в тела людей, они сюда стремятся, они сюда пытаются вырваться из своих миров. Они сюда тянутся. Зачем? Да потому что они смотрят на этот мир, и этот мир для них прекрасен. И они себе хотят завоевать, то есть они хотят забрать этот мир. Но они не понимают, что пока они не научатся любить мир, то есть любой мир может стать прекрасен только тогда, когда ты научишься его любить. А когда ты относишься к любому миру вот так потребительски, то, как это делают темные, да, и в том числе сейчас, то есть они вот так же, они пришли в прекрасный, красивый мир, и они даже не помыли гребаные свои ботинки, они топчутся просто грязными ногами по этому миру, они вот пытаются взять себе все, да, они пытаются пожить в этом мире, но они живут в нем как свиньи. Почему? Потому что вот это, знаете, отношения, и они это отношение пытаются навязать тоже нам. То самое отношение, что вот здесь я поживу, а потом хоть трава не расти после меня. Вот я по полной эксплуатирую вот так вот этот мир, да, любой мир, эксплуатирую,
поживу здесь на полную катушку, оторвусь, там буду там выкачивать, раскачивать и все, а потом хоть трава не расти. Это позиция эгоизма, и эту позицию они пытаются ввести нам, но они не понимают, то есть у них нет понимания того, что как бы любой мир, их мир, наш мир, неважно, он вот в таком своем отношении к нему надолго не протянет. То есть не будет вот этой красоты потом. И пока они не научатся, условно выражаясь, любить не только себя и свои интересы, но и мир вокруг себя, они не смогут вообще нигде жить, ну, по сути, да, им будет плевать, куда они придут, в свой мир, в чужой мир, красивый мир, насколько будет этот мир красивый. Они просто, вот знаете, такое ощущение, они приходят, пользуются, да, разбивают все, ломают, вот как такие плохие дети-хулиганы, которые приходят на красивую детскую площадку, которую там построили, она замечательная, все, они приходят, разламывают все, они наигрались и ушли. И вся эта детская площадка, она разломанная, цветы там, да, поломанные, клумбы разваленные, все вот это вот все, и она в руинах остается просто, но зато они наигрались. И у них вот такое отношение ко всему. И для них тоже вот, наверное, важно понять, что если ты хочешь жить в каком-то красивом мире, то нужно менять свое отношение, нужно в себе пробуждать вот эту вот любовь безусловную ко всему вообще живому. И в первую очередь там к миру, да, к любому, ко всему, что тебя окружает, к другим душам, еще к кому-то. И тогда только будет возможность насладиться, реально насладиться вот тем миром вокруг себя, который есть. И если мы с вами здесь говорим вообще про красоту этого мира, вообще как таковую красоту, то вот очень многие говорят: я там хочу синхронизироваться с душой мироздания, я хочу синхронизироваться с природой, я хочу синхронизироваться с энергиями, да, с Земли, там, да, с энергиями параллели, стать единым целым там, с этими энергиями, там, условно, и так далее. Но вот тот подход, который многие к этому приносят, он вообще ни в какие рамки не идет, потому что он темный подход, это паразитический подход. Если вы просто задумаетесь, просто проанализируете эти подходы, задумаетесь, то вы поймете, что так оно и есть. И эти подходы, знаете, вот условно, я приехал там, да, вот на место куда-то, приехал отдыхать, там пикник вот какой-то устроил, все, раскидал бумажки, разбросал какашки и, значит, вот за собой оставил просто кучу всяческого мусора и всего, и все. Вот я типа отдохнул, я в природе. И энергетически та же самая история получается, да, это называется вот такой вот подход, это паразитизм, да, ты попаразитировал, ты не сказал спасибо даже этому месту, ты им воспользовался и все. В энергетике то же самое происходит, когда многие идут обниматься с деревьями, там еще что-то, они не синхронизируются с ними, то есть они не пытаются подружиться с этими деревьями, они не пытаются, я не знаю, просто почувствовать энергию этого дерева, просто вот что-то такое. Нет, они идут и говорят: вот энергия, сейчас я обниму это дерево, высосу с него энергию, да, мне нужна энергия, я пошел сосать энергию дерева. Ну это что? Ну, комар просто сосет вашу кровь, клоп просто сосет вашу кровь. Он пришел, что это? Он хороший, значит, он пришел, пососал вас, да, пожрал вас, нормально все. Темные, они тоже так же, они просто сосут вашу энергию, они пришли, подсосались к вам, высосали вашу энергию и пошли дальше. То есть, чем вы отличаетесь от вот этих существ? Да особо-то ничем с таким отношением, с таким подходом. То есть, если обниматься с деревьями и пытаться синхронизироваться с ними, то это, наверное, как-то должно выглядеть немного по-другому. Вы должны с другим намерением подходить к тому же самому дереву, подойти и просто вот почувствовать, какую-то невероятную любовь к нему. Понимаете, не потребительский подход. Вот этот вот потребительский подход, который нам внушают темные везде и всегда, мы почему-то думаем, что этот подход — это правильное отношение вообще ко всему, к мирозданию в том числе. Сейчас я пойду пососу дерево, а потом после меня хоть трава не расти. Верите, нет, лярва, которая вас кушает, она думает примерно так же.
Ей абсолютно плевать, что там будет с вами. И она абсолютно вас не любит. И тут вопрос в том, с каким намерением вы подходите к тому же самому дереву. То есть обнять его и высказать, насколько оно красивое, насколько вы его любите, насколько вы вообще любите природу вокруг вас. Поверьте, когда вы подойдете, и у вас единственное к этому дереву будет это высказать то, насколько это прекрасное место, то, насколько вы благодарны этому дереву, этому месту, той энергии, той любви, которую вы испытываете по отношению к какому-то месту или к какому-то дереву, неважно, то, насколько вы видите красоту этого места, восхититесь ей и передадите эти чувства дереву, тогда вы поймете, что такое синхронизация с этим мирозданием. Потому что это дерево ответит вам тем же. И только тогда оно передаст вам свою благодарность, оно передаст вам огромнейшее, она откроет перед вами дверь. Эта душа просто откроет перед вами дверь. Дверь просто уникальных энергий, которые есть в природе. И это будет энергии не конкретного этого дерева. Это будет энергии мироздания. Это все распахнется перед вами, потому что вы сможете увидеть эти энергии. Только когда вы поменяете свой подход, только когда вы поменяете свое внутреннее ощущение вообще мира вокруг, будете смотреть на него другими глазами, не с точки зрения чего поиметь от дерева или от места или еще от кого-то, а с точки зрения, как быть одним целым с этим, быть частью этого мира в хорошем смысле того слова, частью природы, частью энергии, стихии, еще что-то, но ни в коем случае не темных, потому что темные не часть этого мира. И когда вы как-то стоите и чувствуете это единство, вы должны взять этот мир за руку. Взять этот мир условно за руку, держать других светлячков, держать этот мир за руки. И тогда представить это ощущение внутреннее, словить, что вы мир, светлячки, вы против этих темных, чтобы они здесь были. И тогда это будет работать. Тогда это будет работать. Потому что мир и мы — это единый живой организм, это единое целое, энергетическое единое целое. А мы сами это разделяем. Только мы. Мир никогда от нас не отворачивался. От нас никогда не отворачивались энергии деревьев, травы, листвы, всего вообще вокруг природы. Это мы отвернулись от них. Это мы от них отворачиваемся. В детстве мы это помним. Мы восхищаемся каждой бабочкой, которая пролетела. Мы восхищаемся камушками, которые лежат у нас под ногами, веточками, листвой, травой, всем. Всем, что нас окружает. Мы чувствуем это чувство единства с этим миром. А потом все. Потом мы условно вырастаем и становимся, взрослыми. Только насколько эта взрослость, она вообще правильная с точки зрения навязанного. То, как нам навязывают правильно, в кавычках, смотреть на этот мир, правильно его воспринимать. И потом это правильно мы, условно переносим и детям, потому что когда он смотрит, ребенок маленький, говорит: мама, смотри, какое там дерево красивое, или какая там трава зеленая, или еще что-то, мы говорим: да, пойдем, тоже мне дерево, этих деревьев 1500 штук, все они красивые, пойдем быстрее, малыш. Я не знаю, то, что я пытаюсь вообще до вас донести, мне показалось, что эта тема, она очень-очень сильно важна, вообще в принципе, чтобы они услышали не только в клубе, хотя в клубе у нас вообще 4 часа вышло на эту тему, но и донести также и на ютубе об этом, о этом внутреннем чувстве единения с миром. Когда вы научитесь чувствовать эту энергию мира, только тогда вы реально сможете почувствовать энергию стихии, так, как она должно быть. То есть не пытаться ее обуздать или еще что-то, а быть единым целым с ними. Знаете, как классно танцевать с ветром? Вы хоть раз это делали? Вы хоть раз делали так, чтобы ветер поддавался вашим движениям? Чтобы вы танцевали, а ветер играл просто и дул
туда, куда вы направляете свои движения, вопреки всем законам физики. Вы хоть раз танцевали с ветром? Вы знаете, насколько это прекрасно. Когда вы последний раз были под дождем? Когда вы стояли босыми ногами на траве, на песке, на земле? Когда вы последний раз чувствовали ласку солнца или ласку ветерка того же самого, ласку воды, ее энергетику, ее эмоции? Понимаете, вот в чем дело. Синхронизация с душой мироздания — это не просто какую-то там энергию с него высасывать, уподобляясь тем же самым темным и лярвам, которые сосут вас, да? Потому что, в принципе, когда вы вот уподобляетесь этому, да, и сосете какую-то там энергию с земли, с воды там, еще откуда-нибудь, вы, по сути, понимаете, вступаете обратно в эту паразитарную цепочку. Когда вы пытаетесь быть паразитом, вы вступаете вот в эту же игру, где, жрут вас. Это замкнутый круг. То есть, пока вы считаете, что паразитизм — это нормально, вы подписываете огромную оферту того, что жрать вас — это тоже нормально. Потому что, ребятки, понимаете, нет игры в одни ворота. На тонком есть определенные правила. То есть это, как, понимаете, основные законы. Все, что ты считаешь приемлемым по отношению к другим, и неважно, кто это, люди, животные, там, да, растения, мир вокруг вас, то же самое ты считаешь приемлемым по отношению к тебе. Задумайтесь, просто задумайтесь, что вы считаете приемлемым по отношению к вам, когда вы идете и сосете энергию из земли, или из травы, или из дерева, или еще откуда. Чем это является на самом деле? Насколько это правильно? И немногие из вас вообще могут почувствовать какие-то изменения, которые происходят в вашей энергетике при этом. Вам может показаться, что в этот момент вас наполняет энергия какая-то, да, там вы сосете, паразитируете на ком-то, наполняет какая-то энергия, вы действительно там чем-то наполняетесь, еще что-то. Но когда вы, понимаете, становитесь энергетическим паразитом, простите, я называю вещи своими именами, у этого всего есть обратный эффект. Я вам просто наверное, никто вам об этом не расскажет, я расскажу. У этого всего есть обратный эффект. Чем больше пьет вампир, тем больше он чувствует жажду. Чем больше он потребляет энергии, тем ему меньше. Понимаете? Когда вы встаете на путь пожирателя, это путь пожирателя, и это путь темных. Когда вы встаете на путь пожирателя, ваша собственная выработка энергии внутренняя, она начинает гаснуть. Это вам просто, такая правда жизни, которую мало кто вам расскажет. И чем больше вы будете там сосать деревья, тем чаще вы будете бегать их сосать. Тем больше вы будете чувствовать усталость, тем больше вы будете чувствовать выжатость и так далее. Вам будет мало. И более того, чем чаще вы начнете прибегать к подобным вообще практикам, да, паразитарного выкачки энергии, тем больше, наверное, будет приходить чувство некого голода. Будете вы его осознавать, не будете, но оно будет. То есть это будет чувство голода, энергетического голода, когда вам срочно нужно побежать и где-то нажраться этой энергии. Вы подсядете на это, как наркоман, потому что путь пожирателя, он не такой уж и веселый, как порой может показаться. Это же халявная энергия, да? Темные, которые жрут вас, то есть лярвы, там, да, и прочее, они выкачивают с вас энергию постоянно, там, качают килотоннами, качают, и им все мало. Почему? Почему им нужно все больше, больше, больше? Да, они наедаются, да, они вроде растут, но по факту, когда человек начинает отключать ту же самую подключку какую-то, да, лярву или что-то, она очень быстро сдувается. У нее нет собственной энергии, она ничего не вырабатывает. И темные, кстати, они тоже живут путем накопления этого всего. То есть накопление энергии по крохам внутри себя, постоянному поиску, да, голоду этому. Хищники, темные, по сути, по своей, они,
можно сказать, хищники, потому что своей энергии у них практически нет. Они бегают и ищут другую энергию, где бы ее достать. И все вот эти вот сказки о вампирах, которые вам там рассказывают, да, что там вампир-пожиратель, который там пьет кровью, там не может остановиться. Все вот эти вот сказки про энергетических вампиров, и вы там ходите все и говорите, вот там мой там тесть энергетический вампир, или там вот он, там какой-нибудь сосед энергетический вампир, или соседка какая-то, бабушка с соседнего подъезда вампирша, там и все остальное. Но суть-то в том, понимаете, что та же самая бабушка или тот же самый сосед, тесть, там зять, неважно, или еще кто-то, они-то по факту сами не являются вампирами. Их лярва, которая сидит на них, она их разводит для того, чтобы они там ругались с другими людьми и выкачивает через этого человека себе энергию. Сам этот человек, он по факту, не является сам вампиром, он эту энергию не ест, условно. Ему хорошо, он ходит довольный, потому что его лярва довольна. И она не качает его в этот момент. Она через него покачала других, и он являлся лишь инструментом. Это вот такая, да, правда. Зато вот этот человек, то есть, условно выражаясь, он даже сам вампиром не является. А если является инструментом того же самого вампира, который на самом деле блюет, то он является неосознанно. То есть он это делает неосознанно, он неосознанно качает с других энергию, да, позволяет вот этой лярве качать с других энергию. Но тот человек, который идет и осознанно идет и жрет энергию другого живого существа, высасывает, да, ее. Неважно, что это трава, дерево там или еще что-то. Это же тоже живая душа, которая высасывает энергию там души мироздания, да, сосет ее там, сидит себе и так далее. И делает это осознанно. Вот он-то как раз-таки является энергетическим вампиром, натуральным энергетическим вампиром, тем самым энергетическим вампиром, о которых вам постоянно говорят. Есть люди, которые идут дальше, которые начинают уже сосать не природу, не погоду, не кроликов, да, не овечек там уже высасывать, не кошечек и не собачек. То есть они начинают переходить на людей, они начинают качать людей, условно выражаясь. И для того, чтобы им качать людей, ребятки, им не нужно с ними ругаться. Отличие осознанного вот такого вот энергетического вампира от инструмента лярвы, который качает через других энергию, в том, что вот этот вот вампир, условно энергетический, который будет качать энергию с людей, он, понимаете, ничем особо не будет отличаться от человека, который просто стоит, обнимает дерево и сосет с него энергию. Вот ничем не будет отличаться. То есть он может делать это все через обычные вампирьи привязки, через то, чтобы там, обнять и выжить, да, вот так вот, через там прикосновения те же самые или еще что-то. Но вот эти два человека, они ничем не будут отличаться, понимаете? И тот будет паразитировать. Так вот, уходя дальше, да, вот эту вот мысль уводя, смотрите, те же самые маги, вот эти, про которых мы с вами очень много говорим, которые собирают энергию с людей, в том числе, то есть условно, да, выкачивают энергию с людей, и вы говорите, что это такие плохие, ужасные, отвратительные создания, которые нагибают человечество, которые качают энергию людей через массовые мероприятия, через какие-то праздники великие, через тех же самых лярв создают, да, для того, чтобы эти лярвы качали энергию, все. Они, по сути, ничем не отличаются, ничем, от того человека, который сосет дерево. На самом деле, понимаете? Потому что принцип вот этих практик один и тот же. Это паразитирование на чужой энергии. И, по сути, он тоже является энергетическим вампиром. Что вот этот энергетический вампир, что тот. Что этот использует, и паразитирует на живом существе, что этот тоже, только масштабы разные, понимаете? Но суть того, чем они занимаются, одинаково. Так вот, для чего я вообще завела этот разговор? И что я вам хочу сказать? Ребята, просто
Подумайте над этим. Попробуйте эту информацию проанализировать. Попробуйте вот сейчас отбросить все, как вы вот приучили воспринимать вообще все, и посмотреть на вообще все, что происходит вокруг вас с точки зрения здравого смысла и с точки зрения здорового анализа. Не через призму под ключик, да, которые вам рассказывают о том, что жрать чужую энергию — это очень прекрасно. И вспомните, вот если вы действительно хотите синхронизировать с душой этого мироздания, с энергиями вот этой параллели, если вы действительно хотите для себя открыть вот эту дверь в истинные энергии природы, истинные энергии вообще вот стихий, истинные энергии вообще вот всего вот этого мира, вспомните себя в детстве. Вспомните то, как вы воспринимали этот мир в детстве. То, как вы воспринимали в детстве бабочек, то, как вы воспринимали в детстве, там, я не знаю, какую-нибудь рябину с ягодами, там, какие-нибудь кусты малины, что-нибудь, что вас окружало, деревья, цветы, все, насколько вы, как внутри у вас все относилось к этому, как вы чувствовали любовь, в первую очередь любовь к проявлениям этого мира, к прекрасным проявлениям этого мира. Понимаете, когда мы очень часто здесь сейчас, мы не понимаем, что мы защищаем. Очень многие говорят: я защищаю этот мир, да, я защищаю вот еще что-то, мы сюда пришли для того, чтобы там вот темных выгнать и все. Но многие из нас не особо внутри ощущают, за что мы вообще боремся, да, за собственную свободу, ну вроде да. И что дальше? Ну мы отсюда уйдем, и дальше-то что? То есть за что мы боремся? Почему мы вот это делаем? И вот эта мотивация, очень хорошая мотивация, да, которую мы можем получить для того, чтобы почувствовать внутреннюю силу, опять же то же самое, это синхронизироваться с душой мироздания, синхронизироваться с энергиями природы, в том, чтобы почувствовать то, что именно мы защищаем. Не только там себя, да, свою свободу, еще что-то, но этот мир и нас, и жизнь нашу в этом мире, наше право жить в этом мире в прекрасном его виде, а не в том виде, который хотят вот темный его превратить. Потому что нам нужно сейчас, очень важно защитить мироздание. Вот я это говорю, и я понимаю, что это очень важно сейчас. Важно защитить мироздание от того, чтобы они не смогли здесь повторить второй раз катастрофу. Потому что они очень сильно хотят это сделать. И все вот эти бла-бла за всякие там потепления, похолодания, там еще что-то, то, что они там сейчас это все пропихивают, это вот попытка развести людей на то, чтобы устроить очередной коллапс. То есть что-то, что было вот во времена вот этого вот многострадального потопа, во время которого умерло очень-очень много животных, растений, в том числе людей, и еще и погибли виды, очень многие виды, и людей в том числе. Они хотят это повторить и сделать тут вообще, то есть вот тот мир с теми лесами, полями, вот этими вот бабочками, журчащими ручьями, цветами, вот это все уничтожить хотят. И я сейчас чувствую, что вот этот момент, именно момент синхронизации с мирозданием, с его энергией, он для многих душ очень важен. И важен в первую очередь для того, чтобы мы с вами проставили личные границы. И проставили личные границы не только для себя, но и в том числе для этого мироздания тоже. То есть потому что мы можем коллективно выставить защиту, сказать: нет, мы против того, чтобы этот мир трогали, и встать на его защиту. Для тех, кто любит повторять там такие фразы, что она все рассказала, а как проставить личные границы не рассказала, или о том, что а как избавляться от сущности не рассказала. У меня на канале есть ролики о том, как выставлять личные границы, и о том, как избавляться от сущностей. Это есть видео, так называется, «Личные границы», и
видео «Как избавляться от сущности». Это вводная первая часть про подключки, есть вторая часть про подключки. Это все можно найти. Есть плейлисты, практические знания, там очень-очень много всего. Это одни из самых первых видео, которые я вообще выложила на этом канале. Там все очень четко и доходчиво. И еще, ребята, тоже вот, что сейчас идет, то есть это очень-очень важная, да, информация, та, которую вот я сейчас пыталась до вас донести, и она нужна вот сейчас. Это я тоже чувствую. И еще плюсом к тому, что сейчас лето, и это такое время, когда природа сама оживает. И я всегда раньше вот чувствовала за собой такое, что когда лето вот наступает, весна, вот и распускаются вообще там листья, да, деревья пробуждаются, трава везде, вот все растет, все цветет, все вот живет, да, всяческие там бабочки летают, жучки там, да, вот это вот все паучки, все это просыпается, все вот, и я чувствовала энергию жизни. Очень-очень много вот этой энергии природы, жизни, вот этого вот всего. И я как будто сама жила вот это вот время летом, да, вот как будто оживала. И наоборот, зимой, когда уже вот это вот все снег начиналось, сугробы, значит, даже вот от леса шел какое-то вот состояние сна, некого сна. Даже вот то, что там хвойные леса, они же не спят, ну, фактически они и днем, и вечером, и ночью. И вот почему елки вырубают тоже каждый год. Потому что эти растения, они, получается, постоянно. То есть они и летом, и зимой выживают, и всегда вопреки всему. И их очень хорошо, обильно вырубают из-за этого. Для того, чтобы они вот как можно меньше кислорода вырабатывали. Так вот, понимаете, это вот сейчас лето, да? Вот эта энергия, она наиболее яркая, она наиболее сочная. Сейчас все, вообще все, грубо говоря, для вас, чтобы вы могли вот эту энергию намного живее и ярче чувствовать, чем той же самой зимой. То есть вы можете даже вот сами по себе, наверное, вспоминать такие моменты, что когда весна вот наступает, вот это вот все распускается, и вы начинаете вот чувствовать, как будто природа пробуждается, да, вот какие-то энергии начинают меняться. Летом все очень живо, очень классно, очень круто. Не хочется сидеть в душных офисах, хочется куда-то гулять, отдыхать, бежать, то есть наслаждаться вот этим летом. И не только теплом на самом деле, не только теплом, но и вот этой энергией, в первую очередь энергией вот этой жизни, которая вокруг кипит. Вот этого хочется, греться под лучиками солнца, чувствовать вот эту энергию, которая просто вообще везде вокруг вас. И лето — это самый лучший период для того, чтобы просто почувствовать вот это все, почувствовать синхронизацию и прочее. Я здесь и так уже очень много рассказала, на этом, наверное, буду закругляться. И я надеюсь, что смогла до вас донести вообще важность этого всего, важность того, что сейчас это очень нужно. Вот такое есть ощущение. И я говорю, вне зависимости от того, то есть когда вот я провела в солнечном клубе 4 часа просто на эту тему, там, да, очень много ребятам рассказала, я поняла, что эта тема, она должна выйти шире. То есть то, что я ее рассказала там, этого недостаточно. Я должна это рассказать на Ютубе тоже. Я сделала себе пометку, чтобы просто поставить в самую первую очередь на запись себе вот эту тему. И сейчас вот просто села и, знаете, на одном дыхании, просто все на одном дыхании пошло. Потому что оно шло вот изнутри, от души, как-то вот слова сами лились. Значит, это все имеет очень большую важность и значение. Поэтому прошу всех, кто услышал, отнестись к этому с должным вниманием, наверное, и понять или вот почувствовать вот эту важность того, чтобы каждому из нас синхронизировать, именно синхронизировать, а не паразитировать, начать, да, синхронизацию вот эту, ту, которая у нас была раньше, в прошлом, с душой мироздания.
То есть нам нужно выходить из старых вот этих паразитарных программ, которые нам навязывают здесь. Я надеюсь, меня услышат многие люди. Хотя бы те, кто способен сейчас понять то, о чем я говорю, услышать и сделать это. Если осознанных вот таких вот людей будет много, которые сделают это, запустят руки, грубо говоря, в землю, да, в песок, в землю, там, не знаю, камни там, да, и вот это почувствуют вот эту энергию и сделают очень мощные всплески энергии вот этой, запустят процесс. Это понесет огромную пользу мирозданию, вообще всему, потому что это, как я уже сказала, вот знаете, как будто мы что-то должны запустить сейчас. Просто должны запустить. Что-то на какие-то точки нажать. Вот как, знаете, на теле человека какие-то точки есть, вот туда нажимают, вот массажисты, да, кто знает, там мануальщики, массажисты, они нажимают на эти точки, и какие-то определенные процессы жизненные запускаются в теле человека. И здесь вот то же самое я чувствую, что есть какие-то точки на теле вообще вот Земли, на теле нашей параллели, нашего мироздания, которые сейчас нужно нам запустить, вы знаете, как будто нажать вот на какие-то определенные комбинации, да, и это запустит какие-то определенные процессы, очень-очень мощные процессы внутри мироздания. Я все это заложила в мыслеформу и попыталась передать вам. Я думаю, что те, кому нужно это услышать и что-то сделать, они эту мыслеформу смогут принять. Но у меня на этом на сегодня все. Всем всего самого-самого. Синхронизируйтесь с душой мироздания, синхронизируйтесь с энергией природы и выходите из паразитарных программ. А я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная.